Привет, привет, всем здравствуйте, меня зовут Наташа. Продолжаем с вами проходить квест Lost Horizon. И мы с Фантоном находимся в замке Вевельсбург, то есть в самом нацистском логове. И нам нужна карта. Мы с ним пытаемся что-нибудь придумать, чтобы ее получить. Вот тут я обнаружила трещину. It's a long, thin crack in the wall. Но понятия не имею, что с ней делать. Например, можно дрелью. A huge crack. Нет. Дрелью не получается, перчатки, но это вообще глупо. Что-то, какой-то столик, я не знаю, что с ним делать. Может быть, кстати, тот крючок щелкунчиком убрать? Да, получится, наверное. Of course. I can just use the nutcracker to unscrew the hook. Why didn't I think of that before? I'll jam the Просто до hook меня into только his что mouth дошло, что это and же then unscrew it щелкунчик. like a pair of Он pliers. предназначен для орешков, для грецких, которые я терпеть не могу. Ладно. It's a traditional nutcracker. The lever on the... Ставьте орех и закройте рот, да. А щелкунчик у нас остался. Ну и что у нас? Крюк с резьбой. Может быть, к стальному тросу его надо? Но это просто первое, что приходит мне в голову. Или к дымоходу. Хотя нет. Ну, честно, не знаю, что делать еще. Так, что наружу-то? Почему у нас есть это место? Что я тут пропустила? Так, это у нас дымоход. Правая башня, про которую он так и говорит. Левая башня, правая башня. Больше... О, телескоп. A telescope mounted on the railing. I see trees. The telescope's pointing toward the forest, and I can't turn it. It seems to have rusted. Блин, мне нравится этот экран, буря впечатляющая. Я вообще люблю дождь, люблю плохую погоду. Вот такой я странный человек. Мне так же, как и с локацией со станции, неохота отсюда уходить. Гром, молния. Главное, нарисовано довольно неплохо это все. Так, не отвлекаемся. Что ж нам делать с телескопом? Может, крюком? Где телескоп-то? Похоже, нет. The telescope's attached with a metal clamp. Maybe I can loosen it with the drill. Да, точно. Телескоп. И что? It's obviously been exposed to the elements, but it still seems to work. Что мне с ним делать? Правая башня, левая башня. That's better. Now I can make out the individual buildings. Тоже красота. Нет, погоди. The village church Его не надо брать просто. looks like the local pub. Freshly tapped beer and a hot schnitzel. Some kind of marketplace. Я не понимаю, что нам это дает. Вид, конечно, замечательный. Ты мне предлагаешь в деревню отправиться, что ли? Давай попробуем. Что-то я сомневаюсь, что это нам дадут сделать. Ну, а зачем мы смотрели на деревню? Попробуем давай. I've already found another route to the castle. Да, нет, он туда не идет. И зачем мы туда смотрели? Ручная дрель, щелкунчик. Зеркало грязное по-прежнему. Что-то нам надо сделать тут с дымоходом. Мне, говорит, надо намного больше воды. Я его не поняла. Самое логичное вот в этом камине это все подогреть и почистить зеркало. Фэнтом почему-то не хочет этого делать. It's warm to the touch. Ну, теплая.
Так, а там... Moving it would make way too much noise. Похоже, нам его надо двигать. Что с этим столиком можно сделать и зачем? Подожди, может в эту трещину крюк нужно сделать? Да. Ой, Фентон, для чего только мы все это I'll проделываем? screw the hook into the crack. Мне кажется, сюда надо это зеркало будет повесить. Я не знаю зачем. Естественно, это не то. И для чего мне перчатки? Они ни с чем не объединяются. Нет, трос не то. Может, шкуру туда повесить? Нет, непонятно. Мне кажется, я должна сюда буду зеркало повесить, когда оно, ну, чистое будет. Только как мне его сделать чистым, не очень понятно. А зачем я смотрела на эту деревню? Может, на патрули еще надо посмотреть? Нет, не то. Believe it or not, I can't reach it from here. Да, понятно, что нам нужно оттуда сюда зачем-то выбраться. Только зачем? Лая I've кое-что. soaked the pelt with lemon water. Зачем-то я намочила шкуру в лимонаде. Soaked in lemon water. Наверное, мы сейчас будем шоркать это зеркало. There. Spick and span. Понятно. Чистое The зеркало. clean mirror. Угу. Ну что, его на этот крючок, что ли? Да, только для чего? Зачем мы в телескоп Okay, смотрели? I'll hang the mirror up here. Что ты придумал-то? I can see the mirror above the desk from here, and the documents he's working on. The image is the right way round, but I can't read the writing. It's too far away. Что, в телескоп будем смотреть? Praise be the laws of optics. I can make out every word. If the soldier would just move his hand a little to the side, then... Perfect. There it is. Exhibit 104C. The Piri Reis map, stored in the crypt in the North Tower. The problem with answers is they always give rise to new questions. Where the devil is the North Tower? Фентон, я I'll take it понять. down again. Да? Оно нам еще понадобится? Moving it would make... Так. И шкура у нас осталась. Зачем-то. Подожди, может теперь дома... Подожди, вот башня. According to the inventory list, the Piri Reis map is in the castle's north tower, but without the sun, I have no idea which direction that is. I need to work it out. I don't have time to waste. Ты мне предлагаешь The компас inventory list I поискать. saw in the library, which way is north? I need to Так. find out before any... Мне нужно это выяснить. Так, надо по дымоходу Believe it or посмотреть. not, I can't reach it from here. A chimney. Проще всего было бы пойти на станцию и спросить у того мужчины, который там стоит. Где же у вас, уважаемый, тут северная башня? Наверняка он это знает. Интересно, мне эти все предметы все еще нужны, или они просто меня путают, тут болтаются? Зачем я смотрела на деревню? There's probably a lot fewer people... Так, подожди. Если снова на нее в телескоп посмотреть.
village church. Wait a moment. Churches always point west, don't they? With the altar in the east. The main entrance is facing away from me. И у тебя познания, So, Фентон, я просто горжусь looking at the тобой. church, the two small towers to my left and right must be on the east-west axis. So the north tower must be on the other side of the castle. But how am I supposed to get all the way over there? Вот, видимо, вот этот донжон и есть северная часть. Кстати, есть еще теория, что нацисты перестраивали этот замок, чтобы оно приобрело форму легендарного копья судьбы или копья Лонгина. То есть, по преданию, это то самое копье, которым римский легионер оборвал жизнь Иисуса Христа на кресте. Вот так вот. Ну, нам некогда отвлекаться. Believe it or not. Ясно. Я не знаю, мы пойдем вот по этому козырьку, наверное, Believe через it or not. дымоход. I can't reach it from here. Я просто не вижу уже другого выхода. Может, он сейчас что-нибудь скажет новенького? This fire would be comforting. Нет. Что-то здесь как-то изменилось, или мне кажется? Ладно. Кастрюля мне не нужна уже, но у меня где-то шкура оставалась. Угу. Он говорил, что может I потушить. think I can safely put the fire out now. I'll just throw the skin over. Great, the fire's out. Though it now smells like a wild pig's marital sty in here. Ничего, я думаю, это ты переживешь. Now the fire's out, I can see the ladder rungs more clearly. They definitely lead up to the roof. Ну так иди. The ladder rungs are still too hot to hold. О, господи, Фентон, что ты мне предлагаешь опять за водой бежать? А, у тебя же перчатки есть. The gloves should protect me from the heat, climbing up the chimney to steal people's treasured possessions. I'm like the anti-Santa, only trimmer. Ну, это не Luckily, их I'm not afraid of имущество. heights, Так я и or знала. as we've established, anything at all. Apart from our Garleys. And Kim, when she's in a huff. К сожалению, у вас, у мужчин, у многих такая проблема, что вы боитесь женщин. Особенно в наше время это актуально. Я думала, сейчас нам дадут какую-нибудь головоломку. Так, будешь медленно идти? Видимо, да. Ну что ж, посмотрим, как Фентон идет. Вид потрясающий. Я без всякого сарказма это говорю. Действительно потрясающий вид. И сегодня я эту игру пройду, чего бы мне это ни стоит. Я буду сидеть до упора. Конечно, она мне очень нравится, но пора заканчивать. Нет, конечно, вы не увидите все сразу. Не в одной серии будет этот конец. Но я сегодня ее пройду, эту игру. Что ты встал? Иди. Опять какой-то подвох, опять что-то не так. I'll try to get in through one of the windows. Ну, слава богу. Okay, I've reached the North Tower, but I don't see any ancient research objects or artifacts. The inventory said the items are kept in the crypt. Thinking about it, this doesn't really look like a crypt to me. It must be one floor lower. I'll have to find a way down. Кстати, вот про это место. Разработчики молодцы. Когда я залезла в Википедию искать информацию про этот Вивельбург, то видела вот этот зал знаменитый. Я не помню, как он называется, я тут же это забыла. Вот где они проводили вот какие-то обряды, свои собрания. И вот это у них, по-моему, как с рыцарей круглого стола они вот это слезали. A round stone slab with some kind of occult symbol. Мгм. This slab separate from the rest of the floor. I can see the seam running along the edges. That said, I can't lift it with my bare hands. Ну, наверное, вот это колесо. Ладно. А что за дверь? Раз уж мы здесь оказались, правда, конечно, в реальности этот зал, It's ну, на той locked. фотографии был повнушительней, но
вот эта копия локации сделана вполне точно. This crank lowers the old chandelier. They must have used it for lighting candles back in the day. This crank... Ой, подожди. Это немножко не то, ну Let's ладно. see if the crank handle still works. Давай проверим. The chandelier is now lying in the center of the symbol on the floor. Может быть, ее надо поджечь, все эти лампочки, или это свечки? Пол, а что на полу? The North Tower Crypt. This is where all the Tula Society's research objects are supposed to be held. I've got to get down there. The North Tower... Откуда I've ты got to get знаешь? down Да все, я поняла. Откуда ты знаешь, что это подземелье под этим местом? А здесь что? Окно? А, это выйти. Здесь что? О, цепь. Где наш топор? Не подходит, блин. А трос? Что ты мне про нее скажешь, про эту цепь? Фентон? This chain connects the chandelier to that crank. Да это я поняла. Зачем ее опускали-то? Тут еще... А, это рукоятка. Хм. Ладно, опять непонятно. Что же нам, может быть, надо сделать? Может, дверь топором расфигачим к чертям? Нет, не получается. Цепь к люстре. Мне кажется, ее надо зажечь, и она как-нибудь провернется, и не зря же она соединяется с этим люком. Только как это сделать? Мне кажется, что-то надо сделать с этой цепью, конечно. Непонятно. Может, мы по ней пролезем? It's damn heavy. I ought to... Так, а ее еще можно поднять, да? Ну-ка, давай попробуем поднять и еще раз на цепь посмотрим. Но вообще с цепью ничего не поменялось. This chain connects the chandelier to that crank. А, может, я тупая, конечно, а сюда ты не можешь пойти? Нет, это конец экрана, здесь тоже, да? Ничего нет. Ладно. Давай хоть This посмотрим, slab как он separate from the rest надрывается. of the floor. I can see the seam running along the edges. That said... Подожди, может, нам трос надо? Я вроде пробовала это делать. Не зря же у нас этот трос. И зеркало мы зачем-то сняли. Ладно. Мгм. Вот что я обнаружила. Let's attack this thing. Меня просто люстра путала, потому что мы ее 35 минут спустя. There.
I've drilled a small hole. Молодец. И сюда мы вставляем... Нет, где-то у нас было. Наверное, трос. Хотя нет. О, черт. А что же нам сюда I can't even вставить? fit my pinky in. Подожди, нам нужен какой-нибудь крючок. А где наш крючок? Наш крючок остался вот здесь. Ну, не прямо Believe it or not, здесь. I can't reach it from here. Черт. Извини. Светили он так. Ты что, прыгнул с крыши? Это что такое? Фентон, ты что делаешь? Меня что, игра заела? Смотри, что он у меня делает. Видите, как он у меня стоит? Это баг. Вот это прикол. Бери крюк нафиг. I'll unscrew the hook. Почему так ходишь-то, Фентон? Что за прикол-то? Интересно, так и должно быть, или это у меня баг какой-то? Он ходит, как будто вот он по этому парапенту до сих пор ходит. Ты где, блин? А нет, мне же надо в дымоход. Фентон, не пугай меня. Давай уже. Смотри, он точно ходит, как по этому. Блин, интересно, это так и есть в игре, или... Да иди быстрее, ты что, прикалываешься, что ли, надо мной? Он же нормально ходил, здесь нормально, посмотри. Нет, это точно какой-то баг. Такой сбитый летчик. Ну ладно. Да, я уверена была, что это сюда. I've screwed the hook into the drill hole. It's lodged pretty tight. Угу. Теперь, может, наконец-то трос туда сделаем? Нет, зачем нам вообще этот трос? Ладно, попробуем повернуть. Fenton, you old dog, you've done it again. The chandelier is attached to the hook, which is screwed into the slab in the floor. When I turn the crank, the whole thing comes away. Shame there's nobody here to congratulate me. Я тебя поздравляю, Фентон. Я же с тобой. Ah, there's a cable here. Maybe I can climb down on it. Hopefully it'll take my weight. Looks like I'm in the right place, finally. Not that I'm complaining. Ой, извините. Так, ладно, продолжаем. Продолжаем. Да, какое-то впечатляющее местечко. Какие-то пипитры. Что за Must be ящики? more of the Tula Society's artifacts and research objects. It could take days to search all the... Ясно, это не то. There's a sort of dossier on this podium. I'll just skim it quickly. It outlines the Tula Society's central objectives. According to this, the Society was founded in the early 1920s with the aim of restoring the knowledge of lost civilizations for its own use. The Tula Society's influence extends into the highest echelons of the German Reich. This gives them complete carte blanche on their activities. They can do whatever the hell they like. Seems they launched a project codenamed Vril under the direction of our old friend, Countess von Hagenhild. The focus of this project is the search for Shambhala. The Tula Society believes that a vast store of ancient knowledge is being hoarded there. The source of morphogenetic fields. Morphogenetic fields? Never heard of them. But then it does ring true with what Professor Hayes was talking about, a store of ancient knowledge. If I remember the professor's description correctly, the hunters and herders of Shambhala suddenly developed into a flourishing and highly advanced society. Hayes reckons some sort of mysterious energy was responsible for the tribe's development. Is that what they mean by morphogenetic fields?
Возможно. Нам дают тут всякие... то его The можно... documents are under lock and key behind a thick sheet of glass. Понятно, к тому же это не то, это просто для общего развития. Что здесь? Послушаем, что These дальше documents скажет. contain the research results of a scientist by the name of Aldrich von Hagenhild? Must be some relative of the Countess. Von Hagenhild spent his time searching for the world soul. Christ, can't these people just use sensible names? The basis for von Hagenhild's research was the concept that for an organism to develop as it should, there must be some immaterial power steering it in the right direction. Basically, an invisible blueprint determining form and growth. So, why does a rabbit develop the way it does, and why does a pine tree become a pine tree? Who's the architect? What tells them to grow bark? Or fancy lady rabbits? Looks like these questions led von Hagenhild to believe there was some invisible, imperceptible field that controls the development of an organism. He called it morphogenetics. Von Hagenhild explains the holistic aspect of self-organizing systems with his theory of morphogenetic fields. Basically, the field stores forms or behavioral patterns that every member of a species draws from and adds to. This was his Western take on something the East had known for some time. In Far Eastern philosophy, people refer to his morphogenetic fields as the divine essence of nature, or as the soul. He thought he'd identified the soul. He didn't think the soul was a spiritual thing. He thought it was a fundamental principle of nature that had been warped and confused by religions the world over. He even thought he had proof. He refers to certain experiments he carried out. Ugh, this is a lot of information to take in. Von Hagenhild really believed that in these morphogenetic fields, he'd identified the soul, the central power behind all living things. Да, действительно, серьезные темы-то тут затронули. И такие довольно запутанные теории нам тут предлагают изучить. Ладно. Так, это все равно не то. Так что можно не пробовать поднимать, все равно он не These documents захочет. refer to several experiments which are supposed to prove the existence of morphogenetic fields. Von Hagenhild wanted to prove that every species obtains its entire being, its form, its instincts, from these fields, like some kind of collective memory. These inherited memories control not just the form, but also the behavior, the capabilities, and the knowledge of the relevant species. He called it a group soul. Experiment number 1, the rat experiment. The experiment investigated the capability of rats to find their way through a maze. At the beginning of the experiment, the rats needed 165 attempts before they could get through the maze without a mistake. But a few rat generations later, the number of attempts had dropped to 20. Conclusion. The first batch of rats learned how to navigate the maze, and this instinct was somehow added to the rat's group soul. When later rats navigated the maze, they somehow had access to this ancestral memory, even if the rats weren't directly related. Experiment number 2. The ape experiment. 2 ape colonies of the same species were isolated and observed on 2 small islands in the Indian Ocean. Von Hagenhild's team taught the apes on one island a few new behavioral patterns. The other colony was left undisturbed and uninfluenced, so while the apes on the first island are learning how to open tins and the like, the others are eating bananas. Several months later, the apes on the undisturbed island began displaying these new skills, even though they'd never come into contact with the other colony. Von Hagenhild's conclusion: all members of a species are connected by morphogenetic fields. They share a subconscious collective memory. He thought this theory could explain a lot. Animals' sense for impending danger, telepathy, sixth sense in humans. Von Hagenhild also concludes that members of a group can learn something new at a far quicker pace when the vast majority of members of that same group have already acquired the knowledge. These fields are basically stores of information that are effective across space, and in rare cases even time. Von Hagenhild presumes this would go some way towards explaining premonitions. Human beings sporadically accessing morphogenetic fields from varying points in the future. It all sounds very far-fetched, but then it does explain a lot.
Supposing morphogenetic fields really exist, they'd be the answer to problems science has been trying to solve for centuries. And if all these fields add up, if there's some kind of central repository of all this information, Christ, it'd basically be the scientific definition of God. I'm beginning to understand why the Tula Society's quite so interested. And if there's even the slightest chance it's all true, why they need to be stopped. Шанс всегда есть. Так, это, конечно, очень интересно все. Но, по-моему... Must be more of the Ладно. Tula Society's artifacts and research objects. It could take days to... Так, ясно. Значит, вот здесь то, что нам нужно. Is this the Piri Reis map? It's hand-drawn, ancient. There are some notes next to it. Finally, von Hagenhild became convinced that there must be a type of definitive field from which all other fields are derived. All manifestations have an origin. He tried to back this up with historical evidence. A world soul, for instance, had been proposed by Plato over 2,000 years Да, у меня ago. тоже But what вертелось really это на convinced him языке мировая was the душа. discovery of an old mysterious map of the world, drawn by the Ottoman general Piri Reis. I knew it! It's the map! Let's see. Further on in the text, von Hagenhild discovered that the general had drawn up the map in the 16th century, using sources which were thousands of years old. But how could they have known at that time what the world looked like? He posed the theory that a civilization had existed then, which possessed extraordinary knowledge and skill. He discovered a marking on the map, which was written in an unfamiliar language. Research in Far Eastern libraries revealed it was a long-forgotten Tibetan script. Once translated, it claimed the marking indicated the source of all knowledge, the center of the morphogenetic fields. It was a hidden valley in the Himalayas, Shambhala. Shortly before he died in 1934, von Hagenhild passed the responsibility of continuing the research onto his daughter. Professor Hayes was right. About everything. The Tula Society arrived at the exact same conclusion as he did. They were just one step ahead. Lucky I'm one step more. Richard used the first key to pass through the gate in that secret room in the monastery. I just need to find the second. The Nazis can't enter Shambhala without it, and as it happens, I have the eye, and I have the map. I just need to use them to find the location of the second key. My last hope of finding Richard is based on an ancient legend. Great. It's time to cross everything I've got. And I mean everything. Да, ну что ж, берем. The documents are under lock and key behind a thick sheet of glass. Господи, у меня есть топор. Not a good idea. I might trigger an alarm. Так. И что же ты нам предлагаешь сделать? Not a good idea. I might trigger an alarm. А где она, сигнализация-то? Ах, вот, да, он кабель, наверное. I climbed down on this cable. Lucky it held my weight. It's locked, as you'd expect. Так, а как же сигнализацию-то отключить? I'm not leaving without the map. Понятно. Значит, из того, что у меня уже есть. Она, наверное, в любом случае сработает. Непонятно. Так, а что же нам, как же нам это достать? Мы же уже у цели. И снова застряла. Может, глаз дракона тут сработает? Неужели? Не может быть. А, он Fingers просто crossed. посмотрит, где это.
I've come Понятно. all this way, but I'm still a little surprised it actually worked. The Piri Reis map really is the map of the Guardians of Shambhala. Or at least it was drawn to their specifications. So Professor Hayes was also right in thinking the priests of Shambhala took the second key artifact to India and hid it in a temple there. And now I know exactly where to look. On the Kathiawar Peninsula, just north of Bombay. Thinking about it, I actually know the commander of the British regiment in Rajkot. If the old drunkard hasn't been transferred for disciplinary reasons again, I'm sure he'll lend me a hand. Or at least a decent bottle. Then I'll just have to find the temple and get hold of the key artifact. What could be simpler? Да, делов-то. Ну, я думаю, сейчас начнется последняя глава. Мы стремительно приближаемся к цели. Вся эта история о мировой душе, вот то, что мы выслушали, все это действительно притянуто за уши. Куча разных теорий, разных легенд переплетено в одно. И легенды о мировой душе, в принципе, они существуют до сих пор. Ну, конечно, более современно это все. То, что нам Фентон рассказывал, это все очень туманно. Глава 6. Глаз тигра. Даже не верится, что мы наконец-то добрались, практически добрались. Конечно, я уверен, у нас еще будут препятствия. This village is supposed to be the last settlement. Other than that, there's nothing but thick jungle in every direction. The commander of the local troops led me this far, but now I need to quiz a local about the temple. I have no idea where it is. Hello? Hello? Jesus, where is everyone? Looks like this place was abandoned pretty recently. Hello? Is anybody there? The Nazis can't have been here already. Can they? Damn it. I'll have to find the temple on my own. Хорошо, будем искать, но это мы будем делать в следующей серии. Последний или предпоследний, как уж получится. Я не знаю, там сколько осталось геймплея. Все довольно интересно. У нас теперь мы в джунгли попали под конец. Где мы только не побывали за время этой игры. Ну что ж, узнаем наконец разгадку. Найдем ли мы Ричарда. Увидим ли мы мировую душу и вообще узнаем ли тайны Шамбалы. Все это мы узнаем в следующей серии. Ссылка на плейлист под видео. Надеюсь, вам все понравилось. Пока-пока, удачи!